Одно из первых. Это флешка, помогающая занять банан вашим мейтам. Встаете в перила, кидаем в левую верхнюю часть окна с jump throw. Взрывается сверху слева над бревнами, не флешит ваших мейтов, флешит старт. Следующая флешка поможет пропикать за стенкой безопасно вашим мейтам. Эту флешку можно комбинировать с первой флешкой от лестницы. Встаем к трубе и кидаем в верхнюю часть подпорки балкона. Взрывается она за стенкой, флешит мешки, если он открыт, и старт. Смог в КТ быстрый, встаем в упор бочки, кидаем по верхней части крыши, отпускаем, когда прицел находится на цветках, вот в этих. И идем на шифте, кидаем jump throw. Он у нас летит через всю карту и приземляется в КТ. Комбинировать две флешки, можно зарашить Б. Главное потушить молотов. Далее смотрим два простых смока в КТ и на 90. Это смок КТ. Ориентируемся по левому бревнышку и по гранате, как показано на экране. Это смок на 90. Встаем в домофон и ориентируемся по гранате. По крайней мере, я ориентируюсь по гранате, сами смотрите, короче. Ориентиры себе. Но смоки хорошие. Под эти два смока можно кидать флешку Plant. Можно не забывать про нее. Лучше не забывать про нее. Под эти два смока можно кидать молотов на 90. Молотов тупую. Молотов на тройку. За тройку, если точнее быть. Молотов на двойку. Точнее, молотов на единицу и за единицу. Вот он, тут по идее должно все гореть. Останавливайте на паузу, смотрите ориентиры, запоминайте. Вот этот молотов на 90, он не идеальный. Тут не горит столб. Обычно все кидают его со стеночки отсюда, создавая угол по листве. Вот такой вот. Тогда горит этот столб. И за ним не получается мансить, и горит угол. На банане еще есть нестандартная раскидка. Ну, сейчас она уже стала стандартной. Проход в КТ через два смока на плент и смог глубокий в КТ. Вот эти два смока на плент. Садимся в углу на бревнах. Наводим прицел на пику, встаем. Отпускаем. И второй смог кидается из угла. Почти как на 90. Встаем в угол. Тут невидимый угол. И кидаем, как показано на экране. Разрешение у вас может быть другое, поэтому ищите свои ориентиры сами. Вот такая стенка получается в пленте. С почти ванвей дыркой на пуле, чтобы пикать темную. И смог на КТ кидается с угла бочки. Прицеливаемся во вторую черепицу, как показано на экране. Отпускаем. Получается такая раскидочка легкая. Мы можем засплитить Б через 90. Еще интересный молотов на старт с закрытой позиции. Далее перемещаемся на middle, смог на 20. Встаем в колонну. Целимся в уголок крыши, который выпирает. Прилетает он вот так вот, глубокий смог. Надо быть осторожным. Для какого-нибудь фаз мидла через второй мидл пойдет. Гранаты, которую мы кидаем с мида. Значит, вот эта флешка на 15 моментальная. Флеш тавапера. Вставим на бочку. Кидаем в верхнюю часть балки подпорки, которая подпирает крышу. Залетает моментально. Далее смоки за бочкой и перед бочкой. Встаем перед бочкой, кидаем в правую часть крыши справа от трубы. И встаем перед бочкой, кидаем в левую часть крыши слева от трубы. У нас получается два смока. Смок на малые пески и смок на 30 на сплит Б. Кидаем их тоже ситуативно, когда кому надо. Есть прикольный смок со второго мида. Кидается он с трубы. Садимся центром трубы.
Кидаем, как показано на экране, jump throw. Прилетает он четко на малы. Его можно использовать также при раунде 3 ковры, 4 ковры, я не знаю. Да, при любых раундах. Просто он с сейвовой позиции, не надо открываться на мидл. Смок в арку. Смок в библу. Смотрим по гранате. Совмещаем вот с этим пикселем. Кидаем вот так вот. Смок кладется нормально. Смок на 30 с этой же позиции. Кидаем как смок на 15, только чуть выше. Равняемся по балке верхней. Прилетает примерно так же, как и смок перед бочкой. Смоки на 15. После молотова на 15 покажу. Значит, молотов на 15. Встаем во вторую пимпочку справа. И кидаем по этому грязному пятну слева от него. Jump throw. Немного надо подождать, чтобы он разгорелся. Слева тут не горит, но отогнать АВП. Такой смог сойдет. Далее, смоки на 15. Значит, это самый плохой вариант смока, потому что его можно заблочить. Он вот так вот кидается об крышу. Если тут человек стоит, я сам свой смок не могу заблочить, но враг может заблочить ваш смок. Получается щель. Также в нем очень легко бустится. Далее смок с этой позиции. Кидаем в левую часть темного листочка. И приземляется он получше, чем смок с балкончиком. Ну или можно вообще не париться, если вы подошли к миду уже, и кинуть просто в провод. Он, по идее, должен упасть как-нибудь на 15. Да, тут будет щель на буст, но это уже надо контролить. Далее молотов на 20. Кидаем его с левого края балкона. Тут такой запажок импровизированный, воображаемый. Кидаем в левую его часть. И флешку мы кидаем примерно так же. Можно чуть повыше взять прицел. Она не зафлешит человека под балконом, но зафлешит авапера, который контролит, допустим, со скамеечки бойлер. Стеночка смоков от песков. Значит, кидаем ее как? Первый смок мы кидаем с водостока. В правый болтик встаем. Вот так вот. И кидаем вот под таким ориентиром. Антенна, куст. Прицелились, кинули. Это у нас дальний смок. Кладется перед великом. Второй смок кидается либо с второй мида сейф позиции, либо отсюда. Встаем перед скамейкой. Целимся, как показано на экране. Кидаем jump throw. И получается вот такая вот стеночка с двух смоков. Ее дополнить можно смоком на телегу. Смок на телегу кидаем с лозы на 1,5. Встаем. Кидаем, как показано на экране. Нацеливаемся. И смок очень быстро падает в щель между двумя стогами сена и открывается моментально почти. Его можно использовать при выходе с ковров также. Не забываем про флешки от трубу, которые иногда слепят кого-то. Раунд с отбиванием песков. Это кидаем вот такой вот смачок на дефолт, перед дефолтом. И под флешки, под молики идем убивать пески. Несколько гранат, которые помогут вам занять ковры. Ну, во-первых, это тайминг минута 45, когда вы кидаете хаешку на балкон. И когда к вам прилетает флешка на второй мидл, вам надо антифлеш быть. Вы кидаете хаешку и отворачиваетесь от флешечки, да. Смотрим гранаты на занимание ковров. Можно кидать молик, можно кидать флешку, можно кидать хаешку, в зависимости от ситуации. Встаем в угол перед этой стеночкой, нацеливаемся на левую верхнюю часть, как показано на экране, вот этой рамки. И бежим, кидаем jump throw.
молик падает прямо в ковры. По той же схеме кидаем флешку, хаешку. Если ребята тут в упоре стоят, то им очень неприятно тут становится и некомфортно. Чаще всего и приятнее всего кидать флешку, чтобы ваши тиммейты просто выходили с винта и под эту флешку просто зачищали ковры. Допустим, от комбин каких-то. Получается моментальная флешка для комбы, когда играют два ковры. Далее перемещаемся за контрол по Б-пункту. Быстрое занятие банана. Кидается молотов ближний. Кидается смог дальний одним человеком. Договаривайтесь между собой с мейтом своим. Кидается молотов дальний на почту. Так, чтобы почта горела и все тут разгоралось. И под какие-нибудь флешки, либо третьего человека, либо свои флешки, занимаем все дальше по книжечке. Из новых флешек я, наверное, использую измененную флешку Фоллана. Все кидают Фоллана сейчас, да? Я иногда кидаю флешку, которую показал где-то Apex. Она кидается вот так вот. И преимущество в ней в том, что она флешит туда позицию. И тут очень тяжело встать антифлеш с нее. То есть надо полностью отворачиваться спиной. Если человек стоит в стенку, как обычно он стоит, да, то он, скорее всего, офлешится. Но другой момент, если человек не подготовленный, пикает, то есть если человек не знает, что флешка будет взрываться сверху, он будет думать, что она взрывается как флешка Фоллана, вот тут вот, то он может поймать эту флешку. То есть надо мейта предупредить, что флешка будет взрываться немного по-другому. Дальше рассматриваем ретейк банана через смог перед стенкой. Кидаем смог перед стеночкой, кидаем молотов на машину. И под одну флешечку вместе с мейтом идем пикать. Расконтролить буст. В принципе, машину ретейкали. Далее покажу вам занятие банана через 90 на средних таймингах. По ситуации можно раскинуть такой смог на начало банана, кинуть молик на старт, ближний молик точнее. Он через тайминг разгорается до угла и выжигает парнишку из угла. Ну и кинуть, допустим, две флеш. Одну на пик от машины, а вторую на пик перед стенкой. Ваш мейт может кинуть на банане дальний молотов, прочекать под флешку упор и под вторую флешку прочекать бревна, допустим. Ну, либо прогрените. Опционально можно кидать, типа, если нет второго молотова, забираться сюда наверх и кидать молотов на бревна. И просто чекать под одну флешечку какую-нибудь от почты, допустим, вдвоем бежать чекать упор почту, потому что бревна в этой ситуации более проблемная позиция, чем почта. Далее переходим к ретейку. К ретейку банана, ЗКТ. Смотрим гранаты, значит. Встаем в этот угол, прицеливаемся в нижнюю часть второй антенны, нижнюю правую часть. Кидаем джамп-троу. Это ребята, которые приходят с А, могут кидать такой смог на банан, чтобы отрезать банан. Далее можно кидать рукой. Ну, молик за тройку, он простой. Его всегда можно кинуть, прочекать там за смоком, да, докинуть. Но молик в темную, за пятерку, его надо знать, по идее, с 90. Встаем в вот эту железную конструкцию недостроенную. И кидаем, как показано на экране, отпускаем на начале деревяшки. Молотов прилетает четко в темную, горит стол, тут мансить нельзя. Остается позиция пул. Так, ну если его вообще гранат не потратили на А, то можно кинуть еще и третий молотов. Кидаем его вот так вот. Он прилетает в пул. Ну, изи ретейк получается. Если бомба не поставлена, то можно кинуть этот молотов чуть-чуть пониже, прям напротив центральной части окна. И тогда будет гореть бомба. Бомба и немного вот тут вот пол. Флешка, моменталка на пик
Многие кидают ее об дерево, но есть такой вариант. Кидаем в верхнюю часть горшка правой кнопкой. В чем прикол этой флешки? Обычно человек контролит врыв один, и двое при заходе проходят по ближней стеночке, либо кто-то по дальней идет. Флешка взрывается моментально, ее, правда, слышно, но она взрывается за цветками, и должна зафлешить человека, который контролит врыв. Под эту флешечку кидаем ее, выходим спиной и сбриваем людей, которые заходят в плент. Далее перемещаемся на А. Если у вас эко, вы можете встать на балкончик, сказать вашим мейтам: ребята, идите 2.20, 2.15 с юспами, взять одну флешку, подождать информации от тиммейтов, которые стоят в упоре с юспами. Может, кто-то чекает, да, допустим, с рефом. И кинуть эту флешку, которую я сейчас покажу. Значит, вот она кидается. И под эту флешку вчетвером ваши мейты могут убить людей, которые заходят на ребра. Неплохая флешка. Смог на fast pick балкона тоже. Может, кто-то не знал. Раньше кидали его как-то вот так вот. Просто рукой кидали, не знаю. Раньше его вообще никто не кидал. Но сейчас кидается он вот туда вот, на ходу сразу. И он тушит зачастую молотов, который прилетает вот сюда вот глубоко в бойлер. И можно безопасно пикнуть под флешки мейта и уйти. Флешки, если что, накидываются вот такие вот. Взрываются прямо над балконом, над окном. Пожалуй, на этом все. Следующая карта будет нюк. Всем пока.